Здравствуйте, добро пожаловать на канал Нагалина Jewelry. Меня зовут Елена, я занимаюсь созданием украшений ручной работы. Сегодня давайте сделаем с вами вот такие серьги-ромбы. Видите, я сделала несколько вариантов сережек. Вот, первый вариант вот такой, видите, это стеклярус, тут у меня 12 миллиметров, а Риволи 14. Вот так они выглядят спереди, вот так, видите, сбоку, вот так сзади. Вот такой вариант я сделала еще. Это уже Риволи 16 миллиметров, стеклярус этот 15 миллиметров. Ну и вот так они выглядят сзади. Здесь у меня стеклярус 11 бисер и вот здесь пятнашка. Вот в уголках я просто немножечко так украсила, что ли, плюс стянула получше таким способом. Вот. Ну и сегодня мы будем делать вот такую сережку. Это тоже стеклярус 15 миллиметров и 11 бисер. Смотрите, что нам понадобится для изготовления такой сережки. Нам понадобится стеклярус. Вот в моем случае вот этот 15 миллиметров. У меня тут два цвета. Я сделала так, чтобы было удобно, видно было. Понадобится гематит. Гематит, смотрите. Гематит это 5 на 1, двухдырчатый. То есть он в длину 5 миллиметров, в ширину 1 миллиметр. Я знаю, что есть такая тила, да, ну вот или тила, или гематит. Вот. Я хочу сказать, что я пробовала сделать с другими бусинками двухдырчатыми. Ну вот, например, суперду. Но не получается так хорошо. В общем, лучше что-то вот такое плоское. Далее понадобится бисер 11. У меня вот тут два цвета. Понадобится кристалл. В моем случае это такой Риволи 16 миллиметров. И понадобится швенза. Желательно еще вот такой. Ну, мне нравится использовать вот такие wire protector, как он, защита для тросика, да, вот для петли. Игла, иголочка 10 или 11 подойдет. Так, и Fireline. Вот смотрите, у меня есть Fireline, который настоящий, как бы в магазине купленный, есть вот китайский с Алиэкспресс. Вот. Они, правда, чуть-чуть разные, потому что этот кристалл, а этот просто белый. Но у них толщина разная, поэтому если вы берете как бы в рыболовном магазине там официально как-то толщина одна, вот, например, 6 паундов хватает. Если вы берете китайский по моей ссылке, он хороший, с ним все хорошо, но он как бы другой. Вот, то нужно брать тогда 12 или даже выше. Вот, 16, как-то так. Вот. Ну, 12, в принципе, неплохой вариант. Прежде чем мы начнем плести сережку, я хочу объяснить принцип построения этого ромба. То есть я хочу, чтобы диаметр одной стороны ромба, которая будет состоять из двух вот этих гематитов и одного стекляруса, равнялась диаметру моего риволи. Вот. В моем случае стеклярус у меня где-то 15 миллиметров, и вот эти по 1 миллиметру шириной. То есть получается 17, но в принципе получается хорошо. В данном случае у меня здесь был кристалл 14 миллиметров, стеклярус 12. То есть получается 12 плюс 2, получалось как раз 14. И он прям вот встал, знаете, как паз в паз. Очень, вернее, этот кристалл очень хорошо встал вот в эту рамочку. То есть чем ближе у вас получается длина. Так, ну что ж, давайте начнем делать нашу сережку. Мы будем начинать вот с лицевой части. Понадобится мне, вот в моем случае, светло-розовый стеклярус 15 миллиметров, 11 бисер и вот этот двухдырчатый гематит 5 на 1. Набираю на нитку, чередуя гематит и стеклярус. Так вот, набрала я его на нить.
пропускаю до конца. Так. Здесь нужно завязать узелок. Получается у нас вот такой ромб. Теперь я прохожу в стеклярус рядом с узелком. Подтягиваю нить. Можно этот хвостик, мы прячем узелок в стеклярусе немного, и можно этот хвостик отрезать. Подтянуть нить. И теперь я хочу пройтись по периметру стекляруса, просто ниткой укрепить это плетение. Прохожу я по стеклярусу и прохожу я по тиле, по гематиту. Немного подтягиваю. Так. Теперь прохожу я через стеклярус и выхожу из гематита. Теперь я набираю 9 бисерин. Вышла я из гематита и прохожу в следующий гематит, вот здесь. Вот так. Получается у нас вот такая дуга. Теперь я прохожу в одну бисеринку назад, так, вот так. Теперь я набираю 8 бисерин. И прохожу в следующую тилу. Вот так. Здесь нужно подтягивать это плетение. Получается у нас вот так. Видите, 2 дуги уже получились. Теперь я прохожу в одну бисерину назад, получается, да? Вот так. Набираю 8 бисерин. Прохожу в следующую гематит. Вот. Подтягиваю. Сразу укладываем дуги, как они должны лежать в плетении. Прохожу через один бисер. Здесь. Вот он. Видите, получается у нас вот так. Сейчас набираю 7 бисерин. И прохожу здесь в верхнюю бисеринку. Вот так. Подтягиваю, конечно же. И прохожу в гематит вот с этой правой стороны. Так. Вот так. Смотрите, получилось вот такое плетение. Теперь мне нужно его укрепить. Видите, я вышла из гематита. Сейчас я пройду вот в эту первую бисерину. Пройду по плетению здесь, вот по этому плечу, да? Так.
так. Это что ж такое? Все цепляется. Так, вот прошлась по нему. Теперь я пройдусь вот в эту бисеринку верхнюю, угловую, да? Пройду в тилу справа. Вот так. И повторю по всем 4 сторонам. Укреплю вот это плетение из бисера и вернусь к вам. Итак, смотрите, я вышла, прошлась я по периметру вот здесь, укрепила и вышла из гематита. Теперь мне нужно перейти на другую сторону и сделать второй ряд стеклярус. Смотрите, я просто переворачиваю плетение и прохожу верхнюю дырочку гематита. Сейчас я между вот этими бусинами гематита наберу стеклярус другого цвета. Хотела еще добавить, что стеклярус у меня не чешский, не японский, а просто китайский. Я его просто откалибровала. Тут его нужно всего 8 штук, поэтому просто их положила рядышком и выбрала те, которые наиболее одинаковы по размеру, и все. Когда мы вставляем здесь стеклярус, сразу нужно поправлять и подтягивать так, как оно должно лежать в плетении. То есть тилу нужно будет загнуть гематит вот этот. Так. Теперь я просто ниточкой пройдусь еще раз по периметру. Его нужно именно вот подгибать и подтягивать. Это плетение будет сейчас. Когда вы проходитесь еще раз просто ниткой. Вот даже как-то вот так. В общем, как вам удобно. Можно пройтись 3 раза, если не хватает. Такая получилась рамочка для Риволи. И сейчас я буду делать, добавлять серебряный бисер. Принцип тот же. 9 бисерин, потом 8, 8 и потом 7. Так, набрала я 9 бисеринок и прохожусь в гематит снизу, подтягиваю. Прохожу в последнюю бисеринку вот здесь. Вот так. Вот. Восемь бисеринок. Прохожу в гематит снизу вверх. Подтягиваю. Вот уже 2 дуги получилось. Прохожу в верхнюю бисеринку и в последнюю, как угодно. Вот так. Набираю 8 бисерин. Вот. И прохожу в гематит снизу вверх опять. Теперь я прохожу в верхний бисер. И на этом этапе можно ставить уже кристалл. Это у меня задняя сторона. Теперь мы просто вставляем сюда кристалл. Вот так. Подтягиваем и делаем последнюю дугу. Так, 7 бисерин. Проходим в вот эту вот верхнюю бисеринку. Вот так. Проходим снизу вверх теперь опять в гематит. Ну, теперь нужно пройти, укрепить
вот эти серебристые бисеринки, так же, как мы делали с розовыми. Так, укреплю, вернусь к вам. Итак, я прошлась еще раз просто вот ниткой по серебристым бусинам, то есть по бусинам, по угловой бусине, по гематиту и так далее. Прошлась, подтянула. Видите, получается вот так, вот так. Теперь я хочу прикрепить швензу. Для того, чтобы прикрепить мне швензу, я ее буду крепить на вот этот wire protector. В общем, что я делаю? Защита для тросика, это, да, по-моему, называется. В общем, как я буду это делать? Я сейчас вот этой иголочкой пройдусь по стеклярусу. Вот так. И пройду вот здесь в дырочку. Так. И подтяну. Его часто нужно чуть-чуть подогнуть, потому что, чтобы он вставал вот именно между стеклярусом. Теперь пройду в следующую дырочку и пройду в следующий стеклярус. Я прохожу в стеклярус, который вот второй ряд, задний ряд. Вот так. Вот. Поправим его, подтянем, чтобы он стал вот так. Вот так. Теперь я просто пройду по гематиту и по стеклярусу еще раз. И здесь, как вы видите, он немножко его перекашивает, его нужно чуть-чуть подогнуть еще, значит. И пройдусь по вот этой защите для тросика еще раз. Вот так. И по стеклярусу. Вот здесь ниточку нужно поправить, если она съехала немножко. Подтянуть ее. Вот так. Все, и подтягиваем. Вот такая получилась петля. Петлю можно, конечно же, сделать из бисера, из 11 или из пятнашки. Можно как-то колечко вставить неразъемное, но мне вот нравится вариант вот такой. Тоже удобно. Так, ну все. Теперь нужно закрепить нитку. И просто завяжу узелки. И подтяну нитку, спрячу этот узелок в стеклярусе. Ниточку я обрежу. Вот так у нас получилось. Вот задняя часть, вот передняя часть. Сейчас швенза. Швенза в моем случае просто вот такая. Крючочек с фианитом. Ссылки на все материалы я оставлю под видео, как обычно. Вот. Серьги готовы. Вот такие серьги у меня получились. Как вы видели, плести их просто приятно. Главное рассчитать, чтобы у вас размер стекляруса и кристалла совпадал. Тогда плести будет очень просто, приятно, быстро. И серьги получаются, ну, интересный, эффектный. Опять же, это могут быть не серьги, а просто элемент для колье или для браслета. Вот так. Так они получаются с задней стороны, вот так они смотрятся сбоку. То есть вот Риволи, он практически весь, получается, стоит в этой рамочке. Вот так. Большое спасибо за внимание. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Все ссылки я оставлю внизу, а вы лайкайте, пожалуйста, если вам нравятся мои видео, подписывайтесь и пробуйте сами сделать такие сережки. Напишите мне, что получилось. Удачи, вдохновения всем, много-много времени на хобби и увидимся с вами в следующем видео. До свидания.